Сегодня, когда многие задаются вопросами, а есть ли у России национальная идея, каковы особенности нашего менталитета, удивительно, что существуют люди, у которых ответы на эти вопросы есть. Еще более поразительно, если такой человек оказывается иностранцем. Хайс Кеслер – ученый, историк, писатель. Автор книги «Россия. Страна, которая хочет быть другой». Она вышла в мае 2022 года. Мы поговорили с Хайсом о том, как нас видят жители других стран, о том, стоит ли ожидать отмену русской культуры в Европе, и о том, какие исторические повороты прошла наша культура, прежде чем оказаться в нынешней точке. Ты приезжаешь в Россию в 91 году, в Москву, и что ты там видишь вообще? Расскажи про свои впечатления. Во-первых, это был... Я-то, так сказать, я сказал, что Россия была от нас далека, и Советский Союз. Примерное представление, которое было у меня, было такое вот, скорее всего, серое, такого типа страны 50-х годов наших. Вот такой вот, образ такой сидел. Я думаю, у многих людей сидел именно такой серый такой образ. Я приехал в Москву, оказался какой-то совсем не серый, какой-то очень живой город. Живой город, энергичный город и огромный город. Это для меня тоже было, на самом деле, такой вот первая встреча, наверное, с совсем большим городом. Он огромный, Москва же поражает. Это широкие улицы. Амстердам это всего, не знаю, сейчас тогда было, по-моему, вообще 500 000. И вот приезжал в Москву, тогда было официально 9 миллионов или 10, уже не помню. Тогда. То есть это, конечно, тоже совсем другой мир. И я смотрел на это с некоторым удивлением. Больше всего меня, наверное, поражало тоже, что удивляло, что люди как-то по-другому обращаются друг с другом. Как-то резвее, что ли, или как-то быстрее, да. Голландцы очень обстоятельные, мы как-то все обстоятельно всегда оговариваем. А в России, по крайней мере, в Москве, то, с чем я встречался тогда, это такое был более такое, такое общение. И мне очень нравится, сначала было трудно понять, какая, допустим, есть взаимосвязь между людьми. То есть вот ходит парень и девушка, вот они парочка или нет. Иногда очень понятно, если они руку держат, да, а как они друг к другу обращаются, не сразу мне понятно. То есть именно этот язык, как тело как-то, оно тоже другое. На самом деле с Хайсом мы познакомились только в 93-м году, когда он приехал, когда наши общие друзья приехали сюда, в Голландию, и мы встречались вместе. А так получилось, что Хайс уехал в июне 91-го, а я в сентябре 91-го приехала в Голландию. Дети перестройки — это как раз мое поколение, когда мы учились в школе, наш подростковый возраст как раз пришелся на эту оттепель Горбачевскую. А наша школа была самой первой школой, где отменили форму школьную. В 8 классе мы были, это вообще был, конечно, праздник души. И то есть мы росли как раз в это время, когда стали отменять какие-то факты, да, стали появляться, выходить наружу. У нас отменили уроки истории, у нас убрали все учебники. У нас, кстати, в 10 классе тогда не было экзамена по истории, даже просто вообще. Вот это дети перестройки. Сюда попал Хайс тогда. Расскажи все-таки, что ты увидел тогда в магазинах, на улицах. Правда, действительно очень мало чего было. Во-первых, было просто очень мало магазинов, на мой... мне было непривычно. То есть каждый магазин надо было знать, где находится, и знать, что там примерно продается. И иногда этого и не было, иногда было. То есть это... Мне было 21 год, я был студент, и у меня было куча времени, и я в этом, в смысле, мне интересно был этот процесс, и как-то ходил, удивительно, что здесь продают, да. и что здесь продают. То есть с практической точки зрения это, конечно, было, да, ясное дело, что это тяжело жить так. Да, точно, еще было, конечно, я успел забыть даже некоторые вещи.
То, что еще там была система КАС, конечно, которую сейчас уже тоже, наверное, в России мало кто помнит. Я думаю, что там надо было в магазине, мало того, если ты нашел то, что тебе нужно, то надо было сначала взвешивать, Да. потом пробить чек, а надо было еще, то, что не записывали тебе цену, они тебе быстро говорили цену, а я-то с своим русским еще как-то очень переспрашивал 3 раза, потом они а потом говорят, вспомнил цену, и не дай бог ты на копейку ошибся вот, как бы, в процессе, потому что еще касса пришлось тоже еще стоять в очереди, сказать, цену тебе пробили, чек дал, вернулся, опять в очередь, и там получил свой товар. Ну, конечно, это был, конечно, очень трудозатратная система, нереально абсолютно. На самом деле для меня это было все нормально. Я там росла, все, значит, происходило как бы своим чередом, все менялось. И вот сейчас, только читая книгу Хайса, я понимала, какой там был бардак. А до этого все казалось как-то органично, куда-то все шло. Я помню, когда приехал мой будущий голландский муж в Москву, и мы с ним пошли в магазин в диету, там было всего 2 продукта. Там был яблочный сок, везде 3-литровые банки, и там были замороженные гуси. Вот полный сюрреализм. И притом они были не в пакетах, а так вот замороженные с такими. И я помню, Каспар тогда так, классно, берем 2 гусей и яблочный сок. Да, были, конечно, трудные времена в то время. Ты писал про экономику 90-х, про реформы, про Гайдара. И, ну, известный термин «шоковая терапия». И мне кажется, это очень тронуло, потому что ты много там описываешь. Мне запомнилась фраза, что я никогда не забуду лица пожилых родителей, которых их внезапно разбогатевшие дети привели в дорогой ресторан. Ну, видимо, эти родители же, они же из советских времен. И вот они там смущенные, им неловко, им неприятно, им даже не хочется быть в этом дорогом ресторане. Эта картинка, мне кажется, тебя очень впечатлила. Да. Ну, вот этот шок. Конечно, пьяющая беднота была, вот особенно старые пенсионеры, как же, или как я помню, все сидели на улице, продавали хоть что угодно, что было, чтобы хоть какие-то деньги поднять. Нет, это было очевидно, что, конечно, это был тяжелый экономический удар по населению. Поддержки у людей, конечно, было 0. Каково вообще человеку с европейским бэкграундом это все видеть? Это же шок. Да, это было болезненно иногда смотреть, конечно, на это, да, это точно. Потому что, ну, с другой стороны, ты не привыкаешь быстро. Что, кстати, и неприятно было мне осознать, что ты сначала в шоке, а потом, когда видишь человека, который просит там милости, да, на улице, а потом привыкнешь к тому, уже его, может быть, и не особенно замечаешь. И да, много. Это много говорит о человеческих недостатках, так сказать, включая своих. Люди доверяли только своей семье, друзьям и коллегам, которые принадлежали к самому близкому кругу. Слишком пристальный взгляд на прохожего на улице или в метро воспринимался как угроза. На вас могли рявкнуть. Или, в лучшем случае, посоветовать заняться своими делами. Хайс Кеслер. Россия – страна, которая хочет быть другой. Мне кажется, еще мы недооцениваем, какое количество людей оказались не на своем месте. Это хорошее наблюдение. Много людей находились не на своем месте. Во-первых, потому что они действительно вынуждены были работать в профессиях, которые были не их, или застопорился какой-то процесс образования, или потеряли работу, которая была любимая, или которые не потеряли, но просто ее фактически не было, потому что этот завод исчез, никому не нужен был. Вот это, конечно, большое, вот это утеря. Было много людей, которые вдруг, оказалось, они уже никому не нужны. И вот это, конечно, очень сильно психологически подорвает. Вот. Но в то же время ты пишешь в своей книге, что ты чувствовал постоянно готовность к переменам. Или жажду перемен, как правильно сформулировать. Ты приводишь фильм «Лето» Серебренникова в пример. Ты поешь вражеские песни. Америка наш враг. Да, ага. Вот. И кто еще? А ты поешь их песни нашего идеологического противника. Поет Кобзон, я вою.
Жажда перемен была, конечно, она была практически повсеместна, потому что это сейчас часто забывается, но советская система в последние свои десятилетия, особенно последние там 80-е годы, когда подошли 90-е, она была просто полностью обанкротился. Ничего больше не работало, дефициты огромные, промышленность хромала, практически все хромало. Обращение, скажем так, в публичном пространстве многое, там, в тех же магазинах, да. Ну, откровенное хамство, просто как бы так вообще без привета, где-то сначала там выучил. Конечно, там на своих курсах, что когда заходишь, говоришь здравствуйте, я в первый магазин зашел, сказал здравствуйте, они на меня смотрели вообще, как будто я хотел их в душу плюнуть вообще. То есть это вообще было не принято. Ну ладно, как понял, как после. Это удивило, конечно, потому что это было очень жесткое обращение, в принципе, между людьми, друг другу незнакомыми. Потому что как только ты понял, между друзьями и между всеми, у людей, с которыми познакомился, ты видишь, что обращение совершенно другое. Так что это не то, что там так русский человек общается, да? Нет, это явно было именно в публичном пространстве. Люди как бы обращались друг к другу в основном как враги. На мой взгляд, так выглядело, по крайней мере. С чем ты это связываешь? Почему? Об этом все время все говорят. До сих пор, на самом деле, в меньшей степени так и есть. Нет, изменилось, да. Изменилось, если я как бы после долгих лет в России, я привык к этому, даже сам как-то научил, как, если хамят, то как хамить обратно. И как бы принимал это как, в общем, нормально. А вдруг как-то вот, не знаю, где-то это было, где-то уже в 2000, уже в этом веке, уже там в первые 2000-е годы, вдруг как-то это все изменилось. Вдруг люди начали здороваться там в подъездах, в магазинах даже, вот то, что я уже не ожидал. Все-таки 90-е годы это был большой шок для многих людей. И они находились фактически от краха всего их мира, и системы, и экономики, и карьера для многих. И вот все того, что они знали, люди были в глубоком шоке от этого. И в этом шоке, по-моему, находились примерно лет 15. И как-то где-то вот в первое десятилетие 21 века, как-то, мне кажется, появилась, ситуация нормализовалась. Люди привыкли, что ли, и могли опять открыться друг другу. И конечно, даже до того, что я уже отвык от этого хамства. Если вдруг его встретил, ты уже удивился как-то, это я давно не слышал такое. Вот так что это изменилось. Человеческая память изменчива вообще, и как измерять, хамили ли или не хамили ли в магазинах там в 70-е годы. Я думаю, где-то да, где-то нет, но я думаю, в целом, конечно, вот это жесткое обращение друг к другу, это на самом деле, мне кажется, появилось уже в пертурбациях этих вот второй половины 80-х и в хаосе 90-х, когда люди боялись друг друга, боялись всего вокруг. На самом деле. Все, что рассказывал Хайс у тебя, так сказать, сейчас в интервью, вот у меня произошла абсолютно зеркальная история. Например, Хайс там рассказывал, что в 90-х там все хамили, да, в России, там не здоровались, а здесь, наоборот, мне казалось, они все со мной здороваются, все улыбаются, что они от меня хотят вообще. Вот. Ну, у меня много всего, было все очень чисто везде. Меня поразило, даже кирпичи были в пакетах, там на стройках. Там, я вообще такого никогда не видела, что заглядывают, а там, там куб кирпичей в полиэтиленовых пакетах. Очень необычная обложка, то есть там ни Кремль, ни матрешка. Да. Не русская красавица. Ну, это мне когда хотелось, конечно, избежать матрешки, Кремль и русской красавицы. Вот. Нет, история такая. Знакомый фотограф Франк Херфорд, у него классные совершенно фотографии. Мне вот сразу вот этот кадр прямо вот запало, потому что я искал, конечно, название книги тогда у меня уже было «Страна, которая хочет быть другой». То есть страна, которая мечтает все время быть о том, что она другая, чем есть. И вот этот кадр, это в Одиссейской академии, по-моему, в Грозном,
молодые ученики сидят в, так называемом, психологическом кабинете, где им сложно, и они далеко от дома, потому что это интернат, и они там им показывают, дают послушать типа, расслабляющую музыку и показывают разных пейзажей мечты. Как бы. И вот это, мне казалось, настолько хорошо отражает вот, то состояние души, о котором я говорил. То есть люди сидят в одной реальности, а хотят быть в другой. А другая, она очень сильная. Другая — это пальма, это не этот кабинет. Это прям вот такое вот окно на то, что как мир должен быть. Он есть другой. Россия меня поразила, и это я осознал только после действительно многих лет. Она поразила меня тем, что, и поэтому я и книгу назвал «Страна, которая хочет быть другой», что она на самом деле практически никого не устраивает как есть. Внутри страны. Да. Кто-то хочет, чтобы она была посвободнее, кто-то хочет, чтобы она была мощнее, что ее больше уважали в мире, кто-то хочет, чтобы она была больше территориальна. Но та Россия, которая есть, фактически никого не устраивает. Как бы это не ненависть к себе, но какое-то вот недовольствие тем, что есть. Очень, очень сильное. То есть страна, жители которых считают, что в принципе это не место для человеческого обитания. Это я испытывал просто потому, что когда люди узнали, что я голландец, да. И что я могу и просто спокойно жить в Голландии, но почему-то жил в России, они это не понимают очень многое. Они говорят только, зачем вам здесь сидеть, если как бы вы можете и там жить. И это странно, потому что одновременно, конечно, русские часто, есть и гордость своей страны, это тоже существует. Но одновременно всегда существует то, что в принципе, человек, это место как всегда получалось, как у Черномырдина. Вот мы хотели как лучше, но получилось как всегда. И вот именно вот это как всегда, это что-то говорит о том, как люди воспринимают собственную страну. То есть как место, в котором в принципе человек не должен был бы жить, если у него был бы свободный выбор. Теперь уж живем, уж ладно, как-то, вот как и сейчас тоже говорят. Мы же 90-е как-то пережили, почти умерли, там есть было нечего, дети голодали. Значит, и сейчас переживем. Вот это вот. Да. Это была мечта о свободе, процветании и благополучии, которую единодушно разделяли все. Мечта, по сути, аполитичная, хотя у людей и могли быть разногласия по поводу того, как эта мечта должна быть реализована. Для некоторых это был Советский Союз, но с полными магазинами и свободой слова. Для других – Европа или Америка. Хайс Кеслер. Россия. Страна, которая хочет быть другой. Как ты думаешь, в чем отличие русского патриотизма и патриотизма европейца? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что голландский патриотизм – это очень странная вещь. Она сначала кажется, что не существует, да. Но наверняка ты сама убедилась в том, что на самом деле она существует. Она очень часто существует как раз вокруг этой идеи социальной справедливости, что у нас все такая хорошая, уложенная, справедливая социальная система и страна, что вот и в этом как бы наша гордость. Если смотреть русский патриотизм, она больше такой, наверное, она имеет больше такой объявительный характер, то есть мы гордимся этой страной. Все, и точка, и в принципе больше и не надо объяснить, почему. Мы великая страна. Мы великая страна, да. Это тоже патриотизм. Но, может быть, надо определиться именно чем гордиться, почему, чем она хорошая. Мы постоянно себя противопоставляем. Ты это раньше наблюдал? Так всегда было? Как раз мы и они, вот есть мы, и есть весь остальной мир. Вот эти 70 лет изоляции оставили в этом смысле большой отпечаток на мышлении людей. Мы и они. И вот это все-таки, даже если это не обязательно, это является отрицательно и положительно, да, то есть это может и быть, что просто, есть мы и они разные, но все равно вот это четкое разделение, что мы и они,
И они это все остальные, как бы вот это. Потому что голландцы тоже, конечно, отличают себя от немцев, от французов и так далее. Но как бы что есть голландцы и что есть весь остальной мир, вот такого восприятия, конечно, я думаю, можно найти только в стране, которая провела действительно современный, скажем так, большой кусок современной истории в полной изоляции. И поэтому 30 лет мировой интеграции не смогли разрушить фундаментальное психологическое различие между мы, наши, и они, не наши, между Россией и остальными. Россия так и не стала частью остального мира. Она стоит, смотрит на него, то осторожно касается кончиком пальца, то тут же делает шаг назад. Хайс Кеслер. Россия. Страна, которая хочет быть другой. У тебя нет ощущения, что в России люди либо страдают потому, что было, либо как-то мечтают о том, что будет, а вот этого принятия настоящего у них вообще никогда нет? Россия станет свободной. А что, она сейчас не свободная? А вот раньше был коммунизм, нормально жили. Это правда, да. Вот настоящее время не устраивает, это точно. Но и прошлое часто не устраивает для людей. Главное, на самом деле, если речь идет о будущем, то нет концепции, нет плана на будущее. У людей есть потребность знать это, и есть потребность в том, чтобы было будущее, и чтобы была идея, куда мы двигаемся. А этой идеи нет, и никто не формулировал последнее. И вот это, вот, мне кажется, всю силу тоже подрывает людей. Прекрасный тезис о том, что Россия великая страна, окруженная врагами. Ты считаешь, это всегда было? Я куда в историю не посмотрю, там какие-нибудь 80-е и, конечно же, какие-нибудь 30-е и сейчас. Почему этот миф так живуч? И миф ли это? Ну, применительно к 20 веку, там, конечно, Россия все-таки пошла под советской власти довольно особым путем, тем, что она полностью самоизолировалась от остального мира в течение длительного периода. Эта изоляция оставила, конечно, очень большой отпечаток на страну, которая, по-моему, до сих пор не преодолена. Началось это чуть-чуть. То есть я вижу, что поколение, дети моих друзей в Москве, которым сейчас по 18-20 лет, они выросли в другом мире. Я вот правда вижу, что что для них нет этого восприятия, что есть Россия и что есть весь остальной мир. Там, будто он вражеский, будто он не вражеский. Для них это как бы они они путешествуют, они знают, что мы части этого мира. Но это только началось вот сейчас. И сейчас опять этот процесс, по большому счету, приостановился. То есть преодоление 70 лет, 70 лет полной изоляции, причем в современном мире, имеет, конечно, огромные последствия, которые мы, по-моему, до сих пор недооценивали и недооцениваем. И это преодолеть, это очень сложно. Хотел спросить про европейские ценности, которые полностью сейчас дискредитированы в России. Что вообще такое европейские ценности для европейцев? Что это такое? Как их описать? Это, я думаю, что, кстати, и много европейцев об этом точно не знают, что такое именно. Но нет, это я шучу. Конечно, есть разногласия, и наверняка есть и среди европейцев о том, что это такая европейская ценность. Но я думаю, что все-таки демократия и терпимость, и некоторая степень, я думаю, социальная справедливость. Это является все-таки, я думаю, европейские ценности. Особенно последнее подчеркиваю социальную справедливость, потому что в этом смысле Европа отличается, я думаю, очень сильно тоже от Соединенных Штатов. То есть большую роль государства в урегулировании процессов в обществе и в экономике в Европе неспорная вещь, абсолютно. Наоборот, люди считают, что так должно быть. Государство должно урегулировать многое для того, чтобы не вышел закон джунгла, так сказать. Я думаю, что основные европейские ценности это были бы эти, да. И я почти никогда не встречал в русских понимания того, что все же побудило другие народы
относящиеся когда-то к Советскому Союзу, пойти своим путем. В этом смысле страна действительно страдала и продолжает страдать колониальной слепотой. Хайс Кеслер. Россия. Страна, которая хочет быть другой. Россия – это страна парадоксов, как мы все знаем, и ты это точно знаешь. С одной стороны, все кричат о высоких рейтингах, 70% минимум, а то и 80% поддерживают то, что сейчас происходит, поддерживают государственную политику. В мае тоже еще один опрос проводился, и у нас число оптимистов выросло в стране в мае. Но при этом безумно взлетели продажи двух книг. Джордж Оруэлл, 1984, и вторая книга о том, как выжить в концентрационном лагере. Называется «Скажи жизни да». Написал человек, который сам был в Аушвице и потерял семью, но при этом рассказывал, что надо сделать, чтобы не умереть, не сойти с ума, если ты оказался в самых жутких нечеловеческих условиях. То есть мы сначала поддерживаем это все, значит, сходим на парады, а потом идем, покупаем Джорджа Оруэлла и читаем дома. Ты можешь это как-то объяснить? Нет, я думаю, объяснить это можно, даже довольно просто. То есть я склонен видеть это так, что то, что книжки, которые люди покупают, это, скорее всего, более показательно о том, что они реально думают, чем то, что они кричат на митинге. Да? Поддержка Путина, как бы, она в чем заключается? Ну, люди привыкли тоже, они боятся тоже, я думаю, просто реально. И говорят, что да, поддерживаем власть, все, лучше вот сейчас признали свою лояльность, и дальше уже как бы... Дальше можно и Оруэлла почитать. Можно и Оруэлла спокойно. Почитать, да. Самой тяжелой из всех мыслимо тяжелых ситуаций, когда уже невозможно выразить себя ни в каком действии, когда единственным остается страдание. В такой ситуации человек может осуществить себя через воссоздание и созерцание образа того, кого он любит. Виктор Франкл. Сказать жизни да. А отмена русской культуры существует сейчас? За рубежом, имеете в Да, виду? в Европе. Мне кажется, это подняло голову вот в первые недели после вторжения в Украину и исчезло довольно быстро. По крайней мере, в Голландии, я сужу по Голландии, да, вот не знаю про другие страны Европы, вот просто недостаточно знаю, как это произошло. А здесь, как я видел, довольно быстро как-то общественные деятели против этого выражения сказали, нет, ребята, вот это уже идет слишком далеко, зачем надо думать? И мне кажется, это отошла эта волна. Другая проблема, что фактически сделали невозможно очень много форм сотрудничества и общения и контакта с Россией, который никак не является контактом с властями. И как бы в этом смысле, может быть, и можно сказать, что отмена русской культуры произошла. То есть я вижу, это как бы это преграда для... недавно говорил с человеком, который занимается так называемым Stedenband, это как называется, то есть такой вот связи, дружбы вот между городами, там, вот, город в Голландии и город в России. Уже налажены контакты многие годы. Очень большие, хорошие благотворительные проекты делаются. Вот сейчас они не могут этим заниматься. То есть я сказал им, продолжайте общаться хотя бы на индивидуальной основе, да, потому что это можно. А коллективно вот нельзя, получается сейчас. Я переживаю об этом, потому что потому что, мне кажется, надо продолжать говорить с теми в России, которые являются наши союзники или потенциальные союзники, то есть те, которые поддерживают те ценности, которые мы поддерживаем. А на самом деле блокировать или там санкции надо только вот тем действительно властям, которые или тем силам, которые стоят за войной, которые мы не поддерживаем. А тотальная блокада, мне кажется, это контрпродуктивно. Для всех. Для всех, тем более, о чем я раньше говорил, что преодолеть 70 лет изоляции, это и так нелегкая задача. И только что выросло поколение в России, которое на самом деле, которое формировалось психологически уже не как изолационщики, да, или как-то, которые формировались просто как гражданами мира в каком-то смысле. А сейчас оборвать все и возможности для них
обменов, приезда, общения. То есть вот вырастут опять-таки в изоляции же со всеми вытекающими из этого последствиями. Мне, например, сейчас в голову приходит, что мы ничего не знали про историю белого движения почти и про эмиграцию. То есть нам сказали, белые — это очень плохие люди, вот, они хотели делать плохие вещи, и хорошие красные люди там, их победили. Молодцы. Да. Ну, конечно, много было, потому что там большие пласты, конечно, истории замалчивались вообще в советское время. Ну, там, репрессии 30-х годов, самые такие эпизоды сталинизма. Вот как раз применительно к тому, о чем ты говоришь, вот белые против красных, да, вот. Это тоже было, в принципе, по большому счету, симплификация гражданской войны, которая была гораздо более многослойная. Там, и это очень важно, на самом деле, именно в нынешнем контексте, потому что там было не только борьбы коммунистов красных против белых, вот старая власть, как бы бывшая власть. Одновременно еще и произошли другие революции и как бы попытки создания национальных, вообще независимых государств. Украина. 3 или 4 попытки создания независимого украинского государства произошли именно в эти годы, вот в годы гражданской войны. Ты пишешь про большой террор, ты пишешь про коллективизацию. И ты назвал эту главу, если перевести на русский, как-то непроработанная травма. Не закрытый гештальт, не знаю, непроработанная травма. Да. А почему ты считаешь, что травму важно проработать в стране? Начнем с того, что, конечно, вот это вот действительно колоссальные потери жизни во время репрессий, коллективизации, во время Великой Отечественной, то есть в сталинские годы. Это, конечно, катастрофа, про которую все знают, но про которую все-таки часто, не так часто разговаривают в России, потому что, наверное, тоже потому что долго это было запрещено вообще про это говорить. Есть и причины, наверное, что-то, может, слишком болезненно про это говорить. Но это настолько большая катастрофа была, конечно, что это не может иметь никакие последствия для страны. Страна не может потерять миллионов невинных ни в чем людей, то есть потерять, собственно говоря, от самого себя, потому что это не то, что какой-то внешний враг их убил, а вот друг друга переубивали, получается. Но ты фактически не можешь верить, что это может не оставить никакие последствия. Россия должна, если она не преодолевает эту травму, то это подрывает общество и подрывает страну. Я хорошо помню, как был поражен тогда, в 1991 году, что никто не хотел говорить о прошлом. Посыл был ясный и четкий. Есть дела поважнее. Нам, наконец, представилась историческая возможность построить нормальную жизнь и полноценно включиться в остальной мир. Хайс Кеслер. Россия. Страна, которая хочет быть другой. Я пытался в этой главе как-то продумывать это, есть ли это действительно так, обязательно ли должно следовать какое-то открытое публичное преодоление, да? Потому что, конечно, на личном уровне все это преодолели для себя кто как мог, а может кто-то не преодолел, конечно, это болезненные воспоминания остались. Но я говорю именно как публичное, конечно, публичное открытое обсуждение и преодоление вот этого травматического прошлого. Как началось в перестроечные годы, на которые приостановилось вот в 90-е годы. Я думаю, во многом это связано с тем, что это просто и, возможно, слишком болезненный процесс. Пока что. Может быть, это потом еще будет. Потому что фактически надо принимать учет, что действительно половина людей сейчас являются потомки тех, которые убили предки как бы второй половины населения. Да. А вот эта конфронтация, она очень болезненная. Я не уверен в том, что это скажем так, что эта травма достаточно далеко уходила в прошлое для того, чтобы это, чтобы это, возможно, не было бы еще больше подрывающе, чем об этом не говорить. То есть я думаю, что люди об этом не говорят публично до сих пор. В основном потому, что именно эту конфронтацию как бы боятся.
Пока это абстрактное государство, которое убивало людей, и на которое можно это свалить или винить, то есть пока это был Сталин и свои соратники, которые убили этих миллионов людей, об этом можно говорить. Это тоже травматически, но это можно. А когда начинаете следующий шаг, это как бы вот это, в принципе, в 80-е годы и в 90-е про это говорили. Стало понятно, кто кого убивал. И стало понятно, как репрессии проводились и сколько жертв было. А следующий шаг в преодолении, это, конечно, посмотреть, а кто жертва, а кто палач. Во-первых, мне кажется, мы вообще в России любим табу на разные разговоры. То есть, когда я своим российским друзьям рассказывала, у меня, по-моему, это в книге есть, в одной семье смертельно больна была родственница, там тетя, любимая там, тетя. Дети этой семьи раскрасили гроб этой тети цветочками. Когда она уже умерла, ее раскрасили. Вот если ты это расскажешь русскому человеку, он скажет, что дураки, что ли? Зачем детей, дети, еще гроб, это что такое? А голландец скажет, смерть — это часть жизни. Мы отмечаем рождение ребенка, традиционно там, вешаем красивые слингерс и так далее, и всем об этом рассказываем. Почему мы должны замалчивать тогда конец жизни? То есть мы очень любим обходить вот эти сложные темы. Я не думаю, что люди, что русские или голландцы, или там люди в мире вот так сильно друг от друга отличаются. На самом деле, я думаю, что ответ и заключается в этой истории. Если боль, как, допустим, ожидаемая смерти бабушки, которая прожила хорошую жизнь и прожила его до, скажем так, последних ее лет, то есть это тема уже, которую можно на самом деле обсуждать. А оборванная жизнь непонятно за что. Это, конечно, уже совершенно другого уровня смерти, и про которых очень трудно говорить. Я всегда думаю, что люди начинают это обсуждать и начинают про это говорить, когда боль или потеря стала, ну, в общем, сжалась до размера, в котором она преодоляемая, и можно об этом говорить. Пока это огромная вещь, ты его как бы потапливаешь немножко, чтобы не всплыло и тебе подорвало всю жизнь. А когда вдруг как-то вот она стала того размера, что ты чувствуешь, что ты в силе, как бы в силе вступить в конфронтацию с этим, тогда люди обычно это и делают. Ты согласен с тем, что вот это публичное покаяние, о котором мы говорим, и признание травмы, это является еще и прививкой от того, чтобы в будущем таких вещей не произошло? Потому что если ты смотришь на Германию, которая не забывает о Холокосте и постоянно к нему возвращается, или на Нидерланды, которые постоянно извиняются перед Индонезией, ты не можешь себе представить, что через 2 года Нидерланды опять захотят сделать Индонезию своей колонией. Это просто не представить. Согласен ли ты с этим, что это еще и прививка для будущего? Ну, во-первых, Голландия только совсем недавно стала извиняться перед Индонезией за колониальное прошлое. Это в этом смысле у нас не такой хороший исторический рекорд, так сказать, как у Германии, который, и это важнее. Германия, конечно, ну, очень сильно определяет наши ожидания по поводу того, как общество должны или как можно ожидать, что общество обращается с такими травмами. Но я думаю, что Германия во многом скорее исключение, чем правило. Это довольно уникальный исторический случай, в котором действительно вынуждена, конечно, в каком-то смысле страна действительно посмотрела прошлое в глаза и преодолела это. Но других примеров практически нет в истории. Является ли это прививкой для того, чтобы это не повторилось? В каком-то смысле, конечно, да. С другой стороны, если смотреть, допустим, на ту же Германию сейчас, где, конечно, там, ну, нацистам откровенным, наверное, в Германии уже больше никогда не прийти во власть. Потому что именно эта категория, конечно, очень сильно скомпрометировалась и как бы является такой вот ярлык там абсолютного зла в Германии. Но если посмотреть, сколько людей голосует в Германии за антииммиграционные партии, то есть в этом смысле Германия не сильно отличается ни от Голландии, ни от Франции, ни от других европейских стран. То есть абсолютной прививки, по-моему, нету.
Ты не видишь параллели с тем, что сейчас огромное количество людей в России тоже старается не думать, не говорить о войне с Украиной? То есть мы опять замалчиваем огромную кровавую рану, делаем вид, что ее нет? В каком-то смысле, конечно, да, потому что я как бы очень понимаю, что люди говорят, что давайте про это не говорим, потому что мы все равно ничего не можем делать, чтобы это менять, что фактически, наверное, и правда. С другой стороны, конечно, уж точно ничего не изменится, если про это действительно и не говорить. Это правда. Трудно сказать, к сожалению, у меня не было в России уже, в 2019 году последний раз был до пандемии, так что я не могу из собственного опыта сказать, складывается впечатление. Но это опять-таки потому, что нам, голландцам, легко об этом говорить, и как бы и морально, и сказать, что ужасно, ужасно, ужасно. Да, конечно, ужасно, но от нас ничего не зависит фактически, а от россиян, в принципе, зависит, конечно. Возвращаясь к названию твоей книги, ты говоришь, что Россия, или, может быть, это именно имелось в виду как раз 90-е годы, что Россия – это страна, которая хочет измениться. А сейчас огромное количество упреков, естественно, мы получаем, там, русские люди получают, потому что как раз они ничего и не меняли. Я думаю, что картина неправильная, что ничего не изменилось в России. Изменилось, на самом деле, очень много. Корпоративное, допустим, управление, оно очень сильно изменилось. То есть внутри предприятия как бы принимались во многом те же самые механизмы принятия решений, которые являются, с учетом там, современных мировых тенденций. Согласна, да. Корпоративное управление, оно в основном как бы основано также на тех же основах, как и здесь. То есть там демократизация пошла большая. Во многих пластах жизни, где только не произошла демократизация, то есть на самом деле не произошла в 90-е годы, но она откатилась обратно, да. Это, конечно, на самой верхушке. И вот это основная проблема. Но сказать, что ничего не изменилось, это трудно. Почему наверху ничего не изменилось? Вот это как бы основной вопрос, на который я, правда, ответ не знаю. Пытались же, на самом деле, люди. Были же большие митинги в 2011 году, в 2012 году. 0 результат. Это я прекрасно помню. Люди, совершенно особенно молодые поколения, совершенно не хотели политикой заниматься. Они считали это самое грязное, самое неинтересное, ненужное им вещь. Они устраивали собственную жизнь, устраивали карьеры, налаживали свои культурные интересы. То есть люди, в принципе, всем угодным хотели заниматься, кроме политикой. И это имело в итоге, конечно, какие-то последствия. Потому что к тому моменту, что люди проснулись в 2011 году, фактически уже что-то изменить было уже очень сложно, уже поздно в каком-то смысле. То есть никогда не поздно, но уже не произошло. Старались. И большие митинги были. Я, честно говоря, тогда ожидал, что будут какие-то изменения. А 0, просто 0. И стало только хуже потом. Есть моменты были интересные, конечно, вот про коллективную ответственность, которую он описывает. О том, что вот меня поразило, что люди не чувствуют себя ответственными за поступки правительства, за решения правительства. То есть почему это так происходит и из-за чего он все это, я сейчас даже не могу все это повторить, но вот очень интересный вот этот вот факт, почему люди не чувствуют чувство вины или там стыда даже, что происходит. Ну а что, это же не я решил, да, это же не мое было решение, ну о чем мне стыдиться, я нормальный, я русский. Но вот мне, честно говоря, было стыдно, мне сейчас стыдно, потому что здесь люди себя чувствуют, потому что они могут как-то повлиять на решение, они могут что-то сделать. Вот сейчас бастуют фермеры, у нас, что-то наверняка изменится. Они знают, что что-то изменится. А в России ничего никогда не меняется, ты там бастуй, не бастуй, собственно, и поэтому вот, и он это очень все интересно, хорошо рассказывает. И невероятно, что это написано иностранцем. Что так он хорошо, вот Хайс реально наш человек. Он понял все даже больше, чем русские поняли или хотели бы понять и увидеть. Русский человек не чувствует ответственности за государство,
на которое он не имеет никакого влияния. Буквально не хочет за него отвечать. Это и есть самая суть отсутствия демократии. С вами, как с гражданином, не разделяют ответственность, и, следовательно, вы и не чувствуете себя соответственным. Хесс Кеслер. Россия. Страна, которая хочет быть другой. В чем самая большая проблема русского народа? Трагедия, если хочешь сказать. Ну, во-первых, я думаю, что, опять-таки, это и частичное восприятие. Люди склонны думать, что ничего не изменилось, что никогда лучше не становилось. А если объективно смотреть, то на самом деле очень много. Это история про стакан наполовину пустая или стакан наполовину полный, да? И изменилось многое, и изменилось очень многое к лучшему в России, особенно за эти последние 30 лет. Трагедия, мне кажется, трагедия заключается, по-моему, именно и в этом восприятии, что ничего не меняется. Опять-таки, я говорю про то, что на протяжении практически всего этого 30-летнего периода, что я был в России, что люди продолжают считать, что в принципе это не среда для человеческого обитания, что так не должно быть по-другому. Это, конечно, это не только восприятие, действительно проблем много, но они продолжаются, возможно, и частично потому, что люди верят, что никогда лучше не становится. Почему не пытаться что-то менять, если сильно не устраивать? Это во многом и потому, что ты ожидаешь, что все равно будет не лучше. Вот я думаю, что трагедия в этом. А что порождает тут, что яйцо и что курица, вот это очень трудно сказать. Но если ты говоришь в терминах трагедии, то да. Я вижу эту трагедию. Да. А надежда есть какая-то? Надежда есть в молодежи, абсолютно, которые выросли в другом мире. И поэтому, поэтому мне тоже так важно, чтобы, чтобы санкции это сейчас не порвали, не оторвали бы их снова от этого мира. Потому что это будет действительно иметь большие последствия. Они выросли в другом мире. И если их будет большинство, то будет по-другому. Все, спасибо.